Польское радио на русском. Чеченцы – ахиллесова пята Российской Федерации. Так считает мой собеседник, известный блогер и активист Ислам Белокиев. Мы встречались уже с Исламом в нашем эфире в связи с рубрикой «Права человека», и речь тогда шла о проблемах с получением польского проездного документа для людей, которые приехали из Чечни и являются противниками, ярыми противниками режима Путина и Кадырова. Но поскольку деятельность Ислама Белокиева достаточно разнообразна, то формат видеоэфира позволяет расширить тематический спектр. Но прежде чем начать беседу с нашим гостем, напомню, что на YouTube-канале Польского радио на русском вас ждет много интересных встреч с политологами, историками, экспертами. YouTube-канал Польского радио на русском – это животрепещущие темы и аналитический взгляд на события в Польше и мире. Итак, Ислам, вы приехали в Польшу подростком, фактически ребенком. Вам было 14 лет. Как вы вспоминаете тот переезд? Что было самым трудным для вас и вашей семьи? В первую очередь, это новая культура, новый язык, новая жизнь, новые люди. Это, наверное, самое трудное. Но ввиду того, что поляки, в особенности в те годы, в 2004, когда мы приехали, были довольно-таки дружелюбны и, в частности, в особенности в отношении чеченцев, ввиду того, что чеченцы боролись против России, этот период оказался не совсем сложным. Вы адаптировались? Да, быстро адаптировался. Сразу же в течение буквально нескольких недель завел польских друзей, ребят. И практически все время я с ними проводил, так что и с языком не было никаких проблем, и с интеграцией быстро. Учеба в польской школе? Я впоследствии закончил среднюю школу, сдал матуру и так далее. Изменилась ли Польша за эти годы в отношении беженцев или эмигрантов Северного Кавказа, как вам кажется? Да, безусловно, изменилась. Немножко чувствуется охлаждение по отношению к выходцам из Северного Кавказа, но это ввиду того, что у поляков свои собственные проблемы, появились другие проблемы в мире, появился миграционный кризис в 2015-м, естественно, это на нас сказывается. Но я не вижу в этом какой-то трагической составляющей, хотя многие боятся, но я не вижу, ввиду того, что я более 20 лет уже живу в Польше, я знаю нрав поляков, культуру поляков, я не вижу, не чувствую угрозы с их стороны. Допустим, во Франции другое дело, немцы другое дело, то есть французы, немцы, они, может быть, могли бы как-то плохо к нам относиться, если бы я там жил, допустим. Но в Польше я не вижу этой угрозы. Даже наблюдая сегодняшние эти баталии между польскими политиками касательно мигрантов и так далее. Даже в этом случае я какой-то угрозы не вижу. Я представила вас как не только блогера, но и активного деятеля чеченской диаспоры, вообще человека активного. А что вас подтолкнуло, что стало импульсом, что вы занялись общественной и политической деятельностью, и правозащитной также? В первую очередь нужно подчеркнуть, чем конкретно я занимаюсь. Я занимаюсь проблемами Северного Кавказа, в особенности Чечни, Ингушетии, касательно нарушения прав человека. Я вообще являюсь сторонником независимости Северного Кавказа, в частности, опять же, той же самой Чечни, которая уже прошла свой путь независимости и находится сегодня под оккупацией. Но моя деятельность, она началась спонтанно, я ее даже практически не планировал. В один день, в 2020 году, была девушка, 23-летняя, она умерла при очень странных обстоятельствах в оккупированной Чечне. Ее мать записала аудио, обращаясь к народу с просьбой помочь ей расследовать эту смерть, потому что она подозревала, что ее убили.
Я проанализировал детали произошедшего, записал первый ролик, там 50-60 тысяч набрал сразу же, потом второй еще там где-то 100 с чем-то тысяч набрало. Потом Кадыров привез эту женщину, начал ее оскорблять публично и так далее, и так далее. Посыпались угрозы уже в мой адрес, потому что я единственный был, кто на тот момент, ну, на мою память, по крайней мере, кто на камеру это говорил, если не ошибаюсь, единственный. И вот уже назад пути не было, потому что посыпались угрозы, а если против российских властей один раз все что-то скажешь, то даже если ты прекратишь свою деятельность, зароешь, так сказать, камеру в землю, то тебя уже не оставят. Важным пунктом в вашей биографии стало участие в боевых действиях на стороне Украины после полномасштабного вторжения, полномасштабной агрессии России против Украины. Вы были пресс-секретарем чеченского батальона имени шейха Мансура. Почему вы приняли решение поехать в Украину и что для вас было важнее? Такая журналистская миссия, но все-таки пресс-секретарь – это человек, который информирует о том, что происходит, или личная позиция, вот внести свой личный вклад и в защиту Украины, и в борьбу против российского путинского режима. И если можно, несколько слов о бойцах чеченского батальона, кто эти люди, какова их мотивация. Но сначала вот ваша. Да, конечно, в первую очередь нас всех практически чеченцев волновало то, что Россия собирается в Украине делать то же самое, что и у нас в Чечне. Мы прекрасно знаем, что такое Россия, и, наверное, лучше всех знаем, по крайней мере, если брать в расчет конец 20-го и начало 21 века. У нас рана свежая, у нас погибло около 300 тысяч человек среди гражданского населения, среди которых около 40 тысяч – это дети до 12 лет. Мы это прекрасно знаем, что там. И это не только бомбежки, это пытки, это похищения, зачистки, это продажи тел, трупов. Российские войска просто убивали девушку, допустим, и говорили: принесите $10 тысяч, мы отдадим вам ее тело, грубо говоря. Поэтому мы все это прекрасно знали, и мы знали, к чему это идет. И мы увидели потом, и Бучу увидели, и в Мариуполе кучу трупов увидели. И все это как бы для нас было естественно. И тогда у меня появилась возможность поехать в Украину, чтобы освещать события, которые там. То есть изначально я не планировал как бы участвовать в боевых действиях. Я поеду, сниму развалины, буду говорить, что я и начал делать, но присоединившись к батальону имени шейха Мансура, у меня там знакомые были. А потом, как говорится, втянулся. Через буквально 2-3 месяца мне предложили стать пресс-секретарем, потому что у меня был опыт работы с камерой, вообще с блогом. Я принял это предложение и был довольно продолжительное время пресс-секретарем батальона имени шейха Мансура. Вот как-то так. А касательно бойцов, бойцы там находятся, в частности, в БШМ с 2014 года. У них та же самая мотивация, то есть помочь Украине, но при этом не забывать о нашей главной цели – это возврат домой, то есть деоккупировать наши территории. Если получится, приехать домой и деоккупировать. Было бы хорошо, если бы Россия сама бы ушла, без войны. То есть у нас нету война – это не является самоцелью, потому что только глупый человек, наверное, хочет воевать просто ради войны. Мы хотим просто вернуть домой и жить у себя дома, не боясь, что нас похитят, что нас будут пытать, что нам что-то будут навязывать. Мы хотим жить по своим законам, согласно нашей культуре, менталитету и так далее. Вот наша цель. Но если они не хотят уходить, так сказать, по добру, по здорову, тогда приходится брать и камень, и палку в руки. Ислам, вот как мы вначале сказали, и это прямая цитата вашего высказывания в предыдущем нашем аудиоэфире, чеченцы – ахиллесова пята Российской Федерации.
А как выражается вот этот страх Кремля перед чеченским сопротивлением? Единственным, по сути дела, народом, который, опять-таки, в конце 20 и 21 века на территории всей России, да и всего постсоветского пространства, который воевал против России и одержал победу, допустим, в 96-м мы одержали победу, это чеченцы. Это не значит, что мы лучше других. Так сложилось, так пожелал Всевышний. И Россия понимает, что для всех мы являемся примером. По крайней мере, для народов, которые там проживают, для народов, которые не являются русскими, этническими, а которые тоже где-то находятся под оккупацией. Допустим, Татарстан возьмем. Ведь Татарстан не подписывал федеративный договор до войны в Чечне. Он отказывался его подписывать. Но когда он увидел, что сделали с чеченцами, их просто поставили перед фактами и сказали, с вами будет то же самое. И он был вынужден подписать федеративный договор после Первой российско-чеченской войны. То есть Чечня была сделана примером для других народов, что с ними будет, если они захотят просто ступить назад. Чечня стала примером для всего мира, для всего цивилизованного мира. Но, к сожалению, цивилизованный мир тогда решил, что лучше не ссориться с Россией. Да, чеченцев жалко, да, очень много убивают, да, выражали обеспокоенность, как говорится, публично, но дальше шаг не делали. В том числе, к сожалению, Польша, которая, наверное, в Европе одна из лучших знает, больше всего знает, что такое Россия, какие могут быть с ней взаимоотношения и так далее, потому что сама Польша проходила через оккупацию и через заборы, так называемые. Разделы. Да, разделы Польши. К сожалению, нас не признали. И именно Путин сегодня построил свой весь авторитет на крови чеченского народа. Ведь у него не было авторитета, он был выскочкой. Он построил авторитет, и теперь пошел дальше. Грузия, Сирия, Африка и, естественно, Украина. И на этом они не собираются заканчиваться, потому что они открыто говорят, что и Казахстан – это их земля. Путин открыто говорит, что туда, куда ступала нога русского солдата, он подчеркивает русского, не российского, это земля русских, он говорит. И мы туда... То есть, по сути дела, придем. Казахстан – это по их логике земля. Украина вообще не существует. Вообще украинцев как нации нет. Даже Польша, как по их мнению, она должна вернуться в лоно русского государства. Ну вот мы говорили тоже тогда именно о страхе, и я задала это в вопросе, потому что помимо такой политики... С одной стороны, парадоксально, с другой стороны, закономерно, когда ты что-то завоевываешь, то страх это потерять, или Конечно. Все равно есть такой вот комплекс, что эти люди не захотят с тобой вместе быть. И этот страх, он в чем выражается? В том, что молодых чеченцев гонят на войну, фактически гонят на войну против Украины? Таким образом, Россия, она... убивает много, так сказать, зайцев, нескольких зайцев. Во-первых, она пополняет свои резервы пушечного мяса, то есть посылая вот этих ребят. Во-вторых, она убивает как можно больше молодых чеченцев, которые в час Х могли бы встать под ружье. Чеченцы, как я сказал, являются примером для других народов именно в борьбе. И Россия этого боится, потому что допустим, в той же Чечне сегодня находится около 100-тысячное российское войско. Оно не посылается в Украину, несмотря на то, что у них большая нехватка людей. А вот они постоянно там стоят. Зачем? А ведь Чечня – это половина Мазовецкого воеводства. Это 17 тысяч примерно квадратных километров. Это маленькая территория. 100 тысяч войска там не нужно. Они боятся восстания. И поэтому молодых ребят под угрозой смерти там, их родителей, их матерей, под пытками заставляют туда идти и просто убивают. Ислам, вот
Мы уже знаем, и те, кто слушали наш предыдущий эфир, что против вас возбуждено уголовное дело, даже не одно в России. И эта ситуация приводит к тому, что вы не можете прийти в российское посольство за проездным документом, хотя не хотите вообще быть гражданином России. Вы не можете даже отказаться от российского гражданства там по каким-то законам, что человек с заведенным уголовным делом, пока оно не закроется, не может даже отказаться. Да. При этом вы не можете также получить проездной документ в Польше, потому что по факту вы считаетесь гражданином России. А вот по случаю открытия уголовного дела вы чувствовали на себе, например, какую-то слежку со стороны российских спецслужб, может быть, какие-то угрозы, может быть, что-то скрытое, то, что осложняет очень сильно вашу жизнь? Да, конечно, угрозы, они поступают практически с начала моей деятельности, как я уже об этом ранее заявил, но более серьезные угрозы, то есть конкретные действия, они проявились уже впоследствии. То есть была и до сих пор оказывается очень сильное давление на моих родственников, которые там проживают. Большинство родственников со мной не общается, боятся моей деятельности. Многие там обвиняют меня в том, что я являюсь причиной их проблем, а у них очень серьезные проблемы. Те родственники, которые проживают за пределами России, уже давно домой уже не ездят и так далее. То есть очень сложно. В отношении меня сфабриковано около 6 уголовных дел. Это те, которых я знаю. В частности, из-за того, что я записал видео про 9 мая, празднование 9 мая, в котором я сказал, что Вторую мировую войну развязал не только Гитлер, как это принято считать, но и его товарищ, друг Сталин. Они вместе подписали договора, они разделили Европу. Именно поэтому в 1939-м они совместно оккупировали Польшу, я сказал в этом видео. И рассказал про убийство в Катыни польской элиты. Именно из-за этого мне возбудили мое первое, так сказать, мое дебютное уголовное дело и назвали это оправдыванием нацизма. Хотя я сказал, что и Гитлер, и Сталин – это оба человека, которых нужно было поставить к стенке, так сказать. То есть вот эти там угрозы, фабрикация уголовных дел – это ерунда. Это я не воспринимаю как что-то влияющее на мою жизнь. Но вот конкретные попытки устранения, они имеют место быть. Я детали не могу рассказывать, этим занимаются службы, соответствующие в Польше. Но на примере можно сказать, что много чеченцев были убиты на территории Европейского Союза, в Турции. Допустим, Зелимхан Хангашвили, как мы все знаем, в Германии, в Берлине был убит. Вадим Красиков, которого Путин потом обнимал на красной дорожке. Там и многие другие были убиты. Поэтому угроза есть, и мне приходится постоянно как-то соблюдать безопасность. Я не могу говорить, куда я иду, где живу и тому подобное. Ну, вы очень извините, вы очень смелый человек. Ислам, а о чем вот вы мечтаете? Как вы хотите строить вашу дальнейшую жизнь в Польше или за ее пределами? Как вот вы видите свое будущее? Я абсолютно уверена, искренне надеюсь, что и вас защитят, и вы сами себя защитите. И очень вам этого желаю. И перспективы. Касаемо смелости, я думаю, нет в этой жизни, в этом мире человека, который боится больше, чем я. Но смелость – это же не отсутствие страха, это действие, несмотря на страх. А касаемо моей мечты, я не вижу себя в ближайшей перспективе живущего, так сказать, беззаботной жизнью. Это тот путь, который предполагает, что уже назад дороги нет, и, скорее всего, возможно, до конца моей жизни мне придется вести, так сказать, вот этот вот обреческий образ жизни, полуобреческий, то есть когда
постоянно человек сидит на чемоданах, постоянно оборачивается, где-то ходит, не может, так сказать, разложить гамак и под солнышком где-то загорать. Но невозможно, потому что либо это, либо это. То есть нужно выбирать либо путь, либо отдых. Отдых, именно сейчас я имею в виду психологический отдых, он не для таких людей, которые находятся вот на этом пути. А вот как активист чеченской диаспоры, как человек, что бы вы сказали, например, молодым чеченцам, которые или с детства, или даже родились за границей, чтобы они не потеряли связь с корнями, и чтобы помнили о том, кто они, и, возможно, тоже как бы присоединились ментально или какими-то своими действиями к тому, о чем вы сейчас говорите? Ну, мы об этом постоянно говорим. Я на своих каналах об этом постоянно вещаю. В первую очередь, о чем я предупреждаю молодое поколение, не становиться инструментом в руках Кремля. Потому что, к сожалению, российские спецслужбы используют молодое население, не окрепшее, так сказать, психически, в различных своих грязных играх, в том числе на территории Европейского Союза. То есть молодежь должна знать, с кем она общается, на какие темы общается. Если этот человек незнакомый, не говорить с ним на какие-то политические темы, быть осторожными. У нас похищают постоянно молодых людей. Вот с декабря прошлого года находится трое 16-летних парней находятся у нас в оккупированной Чечне в заключении. Это, по сути дела, похищение. И нет никакого уголовного дела. Их просто там содержат. И не исключено, что пытают, потому что это нормально, опять-таки, в кавычках, практика для российских спецслужб. Это Шабазов, это Идигов, это Сайдаев, трое 16-летних парней. Обидно, что вот эта молодежь, она не совсем понимает, что происходит, и часто становится инструментом в руках Кремля. И этих ребят не исключено, что сейчас забросят в Украину. 16-летние парни. Для европейцев это как-то удивительно. Даже для россиян, именно для русских, которые проживают где-то там в Москве, это тоже нет, это неправда, там невозможно. Но это для нас ежедневная реальность. Этих ребят, скорее всего, закинут в Украину. И не исключено, что они погибнут в этой войне. Поэтому хотелось бы, чтобы молодежь была более осторожна в своей деятельности, с кем общается. Ну и, конечно же, учиться. Очень важно учиться, еще раз учиться. Вы тоже хотели продолжить свое образование. Мы говорили в частной беседе об этом. Да, я после матуры я поступал на 2 высших в Польше, на социологию и на философию. Но после начала военных действий в Украине я это дело забросил, к сожалению, выехал в Украину. И хотелось бы заново это сделать, заново продолжить образование. Посмотрим, как получится. Спасибо вам огромное за эту беседу. Я благодарю нашего собеседника, благодарю наших радиослушателей и радиозрителей за внимание. И еще раз напоминаю о том, чтобы подписываться на YouTube-канал Польского радио на русском. Там будет много интересного. Большое спасибо еще раз. Спасибо большое. Польское радио на русском. Это подкаст «Главное. Действительно о важном». О том, о чем необходимо сегодня знать.